вяжет по моим мастер-классам. Если у вас уже есть готовое изделие, либо вы в процессе создания, хочу предложить вам такую идею. Вы скидываете свои фотографии в изделиях, которые связаны по моим мастер-классам. И когда наберется достаточно большое количество фотографий, я создам видео из ваших фотографий с вашими работами и выложу сюда отдельным видео. Мне кажется, это будет очень классно. Поэтому, если у вас есть такое желание, можете присылать фото готовых работ мне в Инстаграм, либо ВКонтакте. Название страничек есть у меня в описании к видео. Также отдельную благодарность хочу выразить всем тем, кто присылает донаты на развитие моего канала. Это добровольные и безвозмездные пожертвования. Сейчас, во времена отсутствия монетизации, меня это очень сильно вдохновляет. Все эти сердечки адресованы вам. Спасибо вам большое. Ну а мы приступаем к видео. Всем привет! Сегодня свяжем кофту-сетку крючком. Она вяжется очень просто и очень быстро. Здесь нет плотного вязания, все такое воздушное, с большими пробелами. Справится даже новичок. Пряжа у нас Yarnart Jeans. Ею мы будем вязать достаточно много летних вещей. Мне нравится она по составу. Конечно же, можно заменять на аналоги, 100% хлопок, чуть более толстую нить, тонкую и так далее. Главное, чтобы вам нравилось, какой будет готовый результат. 55% хлопок, 45 полиакрил, в 50 граммах 160 метров. Цвет у меня 58. Вся подробная информация написана под видео. Что касается, каким крючком вязать. Такие сеточки можно вязать абсолютно любым крючком. Главное, чтобы вам было, во-первых, удобно ее вязать. Во-вторых, это зависит от того, хотите ли вы, чтобы, вот, к примеру, столбики были более такие расслабленные, да, вот, например, такое, видите, более подвижное полотно. Либо хотите, чтобы они вот прям так стояли, каждый на своем месте. То есть, если вот вы хотите более расслабленное полотно, берите крючок побольше. Вот я, например, свою сетку буду вязать крючком 4,5. Если вы хотите сеточку такую более плотненькую, берите вот крючок, например, номер 3, 2,5. Смотрите, я вам здесь приготовила несколько видов сеточек, которые можно связать. Это на самом деле малая часть. Можно придумать абсолютно любой размер вот этой вот ячейки. Вы можете сами свои придумать на свое усмотрение. Я вот даже для себя связала. Хотела посмотреть наглядно, какая будет сеточка выглядеть. Давайте быстренько расскажу прям по каждой сеточке, чтобы было понятнее, как они вяжутся. Вот эти вертикальные столбики, это у нас столбик с одним накидом. И между вот этими столбиками с накидом мы делаем 2 воздушные петельки. Вот. А здесь по бокам мы делаем 3 воздушные петельки. Далее можно вязать, например, вот такие прямоугольнички вертикальные. Смотрите, из чего они состоят. Они состоят из столбиков с 3 накидами. То есть вот это столбики с 3 накидами. Между ними 2 воздушные петельки. По бокам я набираю 5 воздушных петелек, чтобы подняться на следующий ряд. Далее сеточка поменьше, тоже очень симпатично смотрится, прям классно, с маленькими ячейками. Смотрите, она состоит из столбика с накидом, просто столбик с одним накидом, и между ними просто 1 воздушная петелька. По бокам я делаю 2 воздушные петельки, чтобы подняться на следующий ряд. И вот такая сеточка с большими ячейками, она состоит из вот таких вертикальных столбиков. Это у нас столбик с 3 накидами, то есть вот эти вот. А между ними вот 4 воздушные петельки. По бокам, чтобы подняться на следующий ряд, я набираю 5 воздушных петелек. Как вы поняли, в принципе, можно составлять и свою схему. Тоже можете связать несколько образцов и посмотрите, какой вам больше нравится. Также в этом видео я вам покажу, как можно сделать 3 вида горловины для этой кофты-сетки. То есть у нас будет один вариант лодочка, потом прямоугольный вырез и вот такой более глубокий вырез. Как мы будем вязать? Мы начнем вязание вот снизу. Я начну вязать перед. Вот так будем вязать горизонтально. Будем подниматься наверх до нашего выреза, там в зависимости от того, какой вы вырез выберете. Вывяжем наш вырез, автоматически перейдем вязать спинку, потом сошьем вот эти наши боковые части и здесь по кругу просто начнем вязать наш рукав. Что касается, сколько петель нужно набрать вот на свою ширину. После того, как вы определились, вот каким способом вы будете вязать, в принципе, можно по своему образцу посчитать количество петель, да, вот сколько в вашем образце, и вот рассчитать на свою ширину своего изделия. Я это высчитывать не хочу, я просто сейчас набираю неопределенное количество воздушных петель. Набираем воздушную цепочку самым обычным способом. Вот я набрала 105 воздушных петель. И сейчас вяжем таким образом. Новички, кто не очень опытные, отмечайте вот эту самую последнюю петельку маркером. Как мы обычно вяжем? Со второй петельки от крючка, вот первая петля, которую мы обозначили, вот вторая. Обычно мы вяжем во вторую. То есть сейчас будем отсчитывать от нее. По своей схеме я набираю 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Это у меня как бы будет имитация столбика с одним накидом, в дальнейшем, которые вот так у нас будут вертикальные столбики. Далее я набираю воздушные петельки для моей горизонтальной перемычки. То есть в моем случае это также 3 воздушные петельки. 1, 2,
3. Соответственно, мы пропускаем 3 петельки и вяжем в 4. Мы обозначили вот самую последнюю петельку, не считаем ее. Вот мы должны провязать, как обычно, в 1, но мы вяжем в 4. 1, 2, 3, в 4, но в перемычку. Первый ряд в перемычку. Столбик с одним накидом. Набираю свои 3 воздушные петельки. Вот, ищу на моей воздушной косичке, вот сюда мы в эту перемычку сейчас провязали. Ищу следующие свободные, 1, 2, 3, и вяжу в 4. Столбик с одним накидом. Все, и таким образом вяжем до конца. Вот я довязала до конца. У меня так получилось, что я вписалась прям четко в самую последнюю петельку. При том, что я не рассчитывала специально, сколько мне нужно набрать на мою воздушную цепочку. Так получилось ровненько. Если у вас, к примеру, не получается, вы связали, да, свои квадратики, вот первый ряд, и у вас осталась, к примеру, да, вот такая косичка. Просто надрежьте ее вот здесь, вот так распустите аккуратненько, и вот тут на кончике завяжите узелок. Далее поднимаемся на следующий ряд и вяжем второй ряд. Я делаю в своем случае 3 воздушные петли. Это у меня петли подъема на следующий ряд. 1, 2, 3. Разворачиваем вязание. Вот тут у меня между столбиками было 3 воздушные петли. Я также делаю 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Делаю накид. И будем сейчас вязать. Можно, вот, в принципе, вот сюда, за 2 дужки косички. Но тогда, видите, большое отверстие получается. Может выглядеть не очень красиво. Вот чуть-чуть пониже, видите, вот эту перемычку. Вот просовываем крючок прямо в нее. И тогда вот этих отверстий не будет образовываться. Вот видите? Так, провязываем столбик с одним накидом. Делаем по моей схеме 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Накид. Вяжем также в следующую вот эту перемычку. Столбик в столбик. Вот, что у нас получается. Второй ряд. Все, и таким образом вяжем до конца ряда. Вот я подошла к концу. Набираю 3 свои воздушные петельки. 1, 2, 3. И вот тут отсчитываю на последнем квадратике. 1, 2, 3 свободных петелек. И вот провязываю в 4. Ну, вот также можно за заднюю дужку перемычку делаю накид и провязываю столбик с одним накидом. Делаю свои 3 петли подъема. 1, 2, 3. Переворачиваем вязание. 3 воздушные петельки на вот эту перемычку. 1, 2, 3. Делаю накид и провязываю прям столбик в столбик. Далее набираем 3 воздушные петли, делаем накид и провязываем в следующий столбик. Вот что получается. В принципе, все. Таким образом вяжем нужную нам длину. Вот такая деталька у меня получилась. Я провязала 37 рядов, то есть у меня вот таких вот ячеек в высоту 37. Если у кого-то возникнут вопросы, как подсоединять новую нить прям посередине вязания, просто подсоединяйте на узелочек новую ниточку к старой и вяжите дальше. А потом вот эти кончики нити мы спрячем вот в эти толстые наши дужки. Я довязала нужную мне длину, и сейчас уже мы будем заниматься нашей горловиной. Как я уже сказала ранее, можно сделать 3 вида горловины. Сейчас я вам покажу вот этой, по типу лодочки. Такой вырез лодочкой мы делали вот в этих 2 свитерочках-паутинках. Он очень простой, ничего вывязывать не нужно. Мы просто подсоединяем друг к другу 2 половинки перед и спинку. Вот, к примеру, вот эта передняя половинка, вот эта задняя. Мы просто вот так складываем друг к другу наши половинки и пришиваем вот в том месте, где нам нужно, оставив достаточное место для того, чтобы здесь пролезла голова. И потом вот от этих мест сшиваем до конца деталек. То есть, если вы хотите в своем изделии именно такой вырез лодочкой, то вы просто вяжете 2 абсолютно одинаковые детали перед и спинку, и потом просто сшиваете вот здесь и до конца. Что касается вот такого прямоугольного выреза, мы закончили, к примеру, вязать нашу детальку и не обрезая нить. Сейчас вот отсюда вяжем вот в сторону серединки нашей детали, останавливаемся на нужном месте, как вы хотите, чтобы вот была ширина вот этой вот подъема нашего выреза. Просто вяжем вот отсюда, там до нужного места, делаем петлю подъема и также поворотными рядами связали эту сторону, обрезали ниточку, подсоединили сюда и также делаем воздушные петельки, вяжем
вяжем до нужного места, делаем воздушные петли подъема, разворачиваемся и также, как и вот это наше полотно, вяжем просто поворотными рядами. Далее, когда вот у вас будут две вот эти половинки подняты на определенный уровень, как их далее соединить, я покажу вам сейчас вот в этом способе, потому что соединение вот этого способа и этого, они идентичные. Я буду вязать вариант номер 3. В этом, в моем случае, у нас будет вот от серединки вот такой вот круглый вырез. Сейчас на нашей связанной детали нам нужно найти ровно серединку нашей детальки, то есть это, считайте, ровное количество вот этих ячеек от боков до серединки. Как вы помните, я специально не рассчитывала количество ячеек на свою ширину. Так получилось, что у меня в моем ряду четное количество ячеек, то есть у меня серединка пришлась на вот эту вот вертикальную перемычку. К примеру, если у вас получилось нечетное количество ячеек в ряду, и, к примеру, у вас ровно серединка пришлась на серединку ячейки, то просто отметьте и также ее маркером. Но в таком случае вы будете вязать не прямо от этого места, а вот, к примеру, вот от вот этих двух боковых, ближайших вот этих вот перемычек. Вот таким образом. А мы сейчас будем, как в моем случае, если у вас четное количество рядов, будем вязать вот прям от этой перемычки, прям вот так в две стороны. Вот я закончила вязание своей детальки, не обрезая нить. Я, как обычно, по своей схеме поднимаюсь наверх, на следующий ряд. По моей схеме это 6 воздушных петелек. И вяжу аналогичным образом, как я вязала вот эту сеточку, до моего маркера. Но не до конца. Останавливаемся вот на предпоследней перемычке до нашего маркера. Вот здесь. И сейчас такой момент объясню, просто уловите суть, чтобы вам было понятно, как это делается. То есть, если вы, к примеру, вяжете не такую сеточку, как у меня, просто вы по подобию моему, по моему объяснению, вы сможете сделать на своей сеточке такой вот округлый вырез. И смотрите, мне сейчас вот отсюда, я закончила столбиком с одним накидом, как по моей схеме, отсюда нужно соединиться уже вот сюда, не делая вот этих вот воздушных петелек. Сразу же мы сейчас будем подсоединяться вот сюда, к нашему маркеру. Для этого я делаю, в моем случае, столбик с двумя накидами. То есть мне вот эту гипотенузу вот отсюда до сюда нужно соединить как бы длинной линией. А длинная линия нам даст вот именно столбик с двумя накидами. Потому что если я сделаю столбик с одним накидом, вот смотрите, что получится. То есть, как бы, видите, будет съеживаться вот это место. И вот в будущем, когда вот мы будем здесь вывязывать наш вырез, все вот эти ячейки, которые будут вот здесь по нашему вырезу, будут вот такие некрасивые. Поэтому я в своем случае, у меня вот, видите, такие более вытянутые по горизонту прямоугольнички, ячейки, я делаю столбик с двумя накидами и подсоединяюсь прямо вот в серединку, провязываю столбик с двумя накидами. Переворачиваю вязание. Вот этот наш вырез также вяжем поворотными рядами. Вот что у нас получилось. Сейчас можно провязать петельку вот прямо вот сюда, в наш столбик предыдущий, просто соединительным столбиком, чтобы вот у нас прям ячейка над ячейкой были. Столбики над столбиками. Далее, когда мы вяжем следующий ряд, когда у нас вырез справа и мы вяжем налево, я делаю по своей схеме, набираю вот это количество воздушных петелек, которые у нас между столбиками. Это у меня было 3 воздушные петли. Я набираю 3 воздушные петельки. И сразу же тут же тоже делаю убавку. То есть провязываю сразу же столбик с одним накидом. Вот у меня столбики с одним накидом были. И я также провязываю столбик с одним накидом. Вот, видите, какой вот уже убавки получились. Такой, получается, округлый вырез. Далее, вот он, мой столбик получился. Отсюда и до конца прямого нашего края я вяжу, как обычно, нашу сеточку. Вот я довязала от выреза до моего края до конца ряд. Сейчас я делаю по своей схеме 6 петелек. Разворачиваю вязание и вяжу далее следующий ряд. Смотрите, вот что у нас получилось, когда вот мы здесь связали вот эти убавки. Видите, ячейки уже как бы как треугольнички. То есть мы сейчас отсюда вяжем в эту сторону и останавливаемся на той перемычке, да, вот этой вертикальной, до нашего вот этого треугольничка. То есть вот заканчиваем вот здесь. И здесь мы снова сделаем вот это соединение треугольничек. Вот я остановилась на последней прямоугольной ячейке. Далее у меня уже идет мой уголочек. И здесь опять я вяжу после моего столбика с одним накидом. Я вяжу в моем случае столбик с двумя накидами. Далее вот провожу сюда, вот подсоединяюсь, как обычно, в столбик. Провязываю столбик с двумя накидами. Разворачиваю вязание.
Для красоты я просто подсоединяюсь, вот видите, у нас не в столбике, не от столбика идет вязание, а чуть-чуть правее. Поэтому я сюда просто провязываю столбик соединительный, соединительную петельку. По своей схеме, вот сколько у меня вот здесь воздушных петель, столько я набираю. В моем случае 3. Раз, два, 3. Делаю накид, провязываю свой столбик с одним накидом. Вот сюда, как обычно. Все, мы сделали столбик с одним накидом. Вот он выровнялся. Сейчас будем вязать просто с нашей ячейки до конца ряда. Просто обычную сеточку. Вот связала очередной ряд до конца. Вот смотрите, что у нас получается. И таким же образом вяжите ровно столько рядов, где вы хотели бы, чтобы вот остановился ваш вырез. Можете вот смотреть примерно визуально, чтобы вам нравилось. Можете вот прям до конца его вязать, пока не закончатся петельки. Либо вот сейчас довяжете, да, вот до сюда, к примеру. А потом вот отсюда просто поворотными рядами будете вывязывать прямоугольничек. То есть он у вас будет вот такой здесь кругленький. И потом вот так вверх пойдет прямоугольный. Вот такой вырез у меня получается. То есть всего от моего маркера вверх я провязала вот таких 9 ячеек, то есть 9 рядов. И еще такой момент, именно я закончила ряд вот здесь, прям вот посередине вязания. Не в конце, вот здесь, где мы начинаем, да, обычно вязание, а вот здесь, потому что если я провяжу еще один ряд, я померила, мне это не нравится, а распустить еще один ряд, чтобы здесь заканчивалась ниточка, слишком маловато, поэтому я вот закончила здесь. Я обрезаю нить здесь, закрепляю ее. И далее вяжем абсолютно идентично нашу вторую половинку, то есть сейчас вот сюда подсоединяем нашу нить. По моей схеме, вот я обычно соединяла раз, два, три в четвертую петельку моей ячейки. Подсоединяю именно в нее. Вот как будто бы у меня вот закончилась, да, ряд я довязала. Также делаю по своей схеме 6 петелек подъема. Разворачиваю вязание. И как в прошлом ряду не довязываю до маркера вот здесь одну ячейку. То есть останавливаюсь вот здесь на этой перемычке предыдущего ряда. Также вот с этой стороны я довязала, вот не довязывая одну ячейку. Вот здесь точно так же, как и с этой стороны. Делаю столбик с 2 накидами, чтобы вот подсоединиться сюда. Сразу же вот в серединку прям столбика провязываю столбик с 2 накидами. Переворачиваю вязание. Здесь подсоединяюсь соединительным столбиком предыдущий столбик предыдущего ряда, чтобы вязать прямо над ним. Сейчас я провязываю вот эти свои 3 воздушные петельки. Провязываю столбик с накидом. Вот мои столбики с одним накидом. У вас, возможно, это столбик с 2 накидами. Все, и далее вот отсюда и до конца вяжу, как обычно, сеточку. И таким же образом поворотными рядами вывязываю аналогично этой стороне здесь. Вот что у меня получилось. Абсолютно 2 симметричные половинки моего выреза. И так как у меня закончилось вязание вот здесь, сейчас вот отсюда я наберу воздушную цепочку и подсоединюсь вот прямо сюда, симметрично. То есть, видите, у нас закончился здесь наш треугольничек, и подсоединюсь здесь к треугольничку. И здесь обрежу нить и закреплю ее. Сколько здесь нужно набрать количество воздушных петель, просто посчитайте, сколько вот у вас по нижнему краю от одного уголочка до другого количества петелек. Точно такое же здесь должно быть в сумме от уголка этого до этого. Вычтите из этого количества петель вот это, которое у вас получилось, и набирайте вот здесь и воздушную цепочку. Вот набрали воздушную цепочку и подсоединяемся прям вот соединительным столбиком в вершинку вот этого вот нашего последнего уголочка на нашем вырезе. Просто соединительным столбиком. Нить можно обрезать. Все, и сейчас мы будем вывязывать нашу спинку. Просто вот подсоединяемся вот к любому из уголочков по своей схеме. Делаем воздушные петельки, потом для нашей ячейки. И подсоединяемся столбиками, вяжем, то есть нашу обычную сеточку. А также, когда подходим к нашей воздушной цепочке, продолжаем вязать узором сеточки по вашей схеме. Довязываем до конца и вяжем такое количество рядов, какое вот мы связали здесь. Также и другой можно было вариант сделать. Например, вот оставить нашу вот эту детальку переднюю, да, а потом связать идентичным образом, но просто обычный прямоугольник с таким же количеством ячеек по ширине и по длине. И потом мы бы здесь вот сшили по нашим швам. Но, в принципе, если можно избежать шва, да, то есть здесь у нас вообще не будет видно перехода от переда к спинке, то почему бы и не сделать так? Я беру свою детальку, абсолютно к любому уголочку подсоединяю
крючок с своей нитью. Я вот вязала по своей схеме 1, 2, 3 в 4-ю петельку. Так что вот у меня в уголочке прям было. Подсоединяю свою нить. Делаю столько воздушных петель, сколько у меня по схеме. Все, и вяжу таким же образом мой узор сеточки, как мы обычно это и делали. Вот мы подошли к нашей воздушной цепочке, то есть тут не ориентируйтесь на вот этот вот треугольничек нижний, просто также по своей схеме вяжите свои вот эти ячейки, как у вас по схеме. У меня 3 воздушные петельки, накид, и я в 4-ю петлю на воздушной цепочке вяжу столбик с одним накидом. 1, 2, 3, можно за заднюю перемычку, чтобы тут у нас был край из ровной косички. Все, вот так подсоединяю. То же самое дальше по нашей воздушной цепочке. Вот что получается. Все, так вяжем до конца воздушной цепочки. Автоматически переходим на вот этот наш край и вяжем поворотными рядами всю обратную длину нашей кофточки. Я полностью довязала спинку. Вот такая деталька получается, цельнокройная. Вот, переходит перед к спинке плавно. Эту детальку я надела сейчас на себя, померила, все мне понравилось. И примерно отметила маркером, там, где я хочу, чтобы у меня начинались рукава, пройма рукавов. То есть сами смотрите по себе, хотите вы узкие рукавы сделать, либо наоборот широкий, чтобы он у вас получился. И сейчас будем заниматься рукавами. Есть 2 варианта, как их можно связать. Либо мы сейчас вот так раскладываем нашу деталь. И в отмеченном месте, где вы хотите, чтобы у вас заканчивалась пройма, с одной и с другой стороны, начинаем с одной стороны и будем вязать вот так поворотными рядами. Потом, когда у нас здесь получится прямоугольничек наш рукав, просто сложим пополам и вот здесь сошьем по шву внутреннему. Либо второй вариант. Мы отметили на нашей детали, там, где мы хотим, чтобы начиналась пройма наших рукавов. Снизу до этой проймы мы сейчас сшиваем вот эти наши половинки перед и спинку. Далее, когда сшиты будут по бокам швы, у нас вот останется вот такое вот отверстие для нашего рукава. И мы будем просто вязать по кругу, поднимаясь каждый раз на новый ряд. Таким образом, шва у нас на рукаве не будет. И, кстати, таким же способом можно было вязать вот эту часть до проймы нашу деталь. То есть вот здесь не было бы у нас швов. Так что смотрите, учтите этот момент, можно и так делать. Я буду делать первым вариантом. Я вот так сейчас раскладываю свою деталь. Вот здесь по бокам я отметила, где у меня будет пройма начинаться. То есть я его сначала вот так складываю, да, вот здесь отмечаем, и вот здесь потом в разложенном виде. Также маркеры можно оставить. Все, и сейчас подсоединяюсь в любом месте, вот здесь, да, например, и буду сейчас вязать также с узором своей сеточки, просто поворотными рядами до этого места. Сделаю петли подъема, разворачиваюсь и вот таким образом буду вывязывать всю длину своего рукава. Вот я беру, просто подсоединяюсь в столбик, где у меня отмечено маркером, это низ моей проймы рукава, вытаскиваю рабочую нить. Делаю закрепительную петельку, вяжу по моей схеме, как у меня вот эти прямоугольнички были. То есть у меня 3 петли подъема и 3 петли на вот эту горизонтальную перемычку. Еще 1, 2, 3. И я провязала несколько вариантов, посмотрела, как это смотрится со стороны, не тянет ли это полотно. Мне нужно понять, куда сейчас мне нужно просунуть здесь по краю мой крючок, потому что здесь, видите, неровная косичка, то есть нужно понимать, в какое место мне нужно продеть крючок, чтобы мой прямоугольник смотрелся одинаковым, таким же, как и здесь. Я провязала несколько вариантов, то есть я подсоединяла сюда, в серединку, вот сюда, в следующую, через 2, да, ячейки, вот сюда. То есть тоже так же смотрите по своему рисунку. Если у вас квадрат, там вообще все просто. Ничего не нужно вымерять. Но если вот как у вас, как и у меня, прямоугольнички, просто вот этот первый ряд нужно примериться, посмотреть, как это будет выглядеть. Мне вот нужно через 2 ячейки подсоединяться, также по моей схеме, столбиком с одним накидом. И вот тогда получаются прям идеальные, точно такие же прямоугольнички, как и на моем основном полотне. Далее вяжу по своей схеме, как обычно, 3 петли для моей вот этой горизонтальной перемычки, накид делаю, через 2 ячейки вот в этот столбик провязываю столбик с одним накидом. И так далее.
Вот что получается. Переход будет совсем не виден, то есть тут никакого шва не будет, ничего. Переход на плечико, на рукава. Все, и таким образом вяжем, вяжем, вяжем до нашего следующего маркера. Делаем петли подъема, разворачиваем вязание, вяжем поворотными рядами и вяжем такое количество рядов, сколько вы хотите, чтобы была длина вашего рукава. Но смотрите, если, к примеру, вы хотите вязать по кругу рукава, чтобы здесь в дальнейшем не делать шов, вот, к примеру, мы провязали первый ряд, соединяем вот конец и начало нашего ряда, вот прикладываем маркер к маркеру, вот закончилось вязание. Здесь подсоединяемся в зависимости от того, сколько вы делали здесь петель подъема, в самую последнюю, вот у меня 3 петли подъема было, я подсоединяюсь в свою третью петельку подъема, 1, 2, 3, вот она, просто соединительным столбиком можно. Все, вот так мы подсоединили. И вяжем далее точно так же, делаем петли подъема, 1, 2, 3, это петля подъема. Далее наша горизонтальная перемычка, и вот так вяжем столбик в столбик по кругу. Когда провяжем еще очередной ряд по кругу, также здесь подсоединимся к самой последней ячейке, в самую последнюю петельку подъема соединительным столбиком. И все, так делаем каждый раз одно и то же. Петли подъема, вяжем по кругу и так далее. Все, я довязала полностью свои рукава по всей длине. Если вы вязали так же, как и я, рукава поворотными рядами, то у вас не сшиты остались боковые части и вот рукав. Сшивать будем единым швом, вот прям от самого низа до проймы дойдем и вдоль всего рукава и до конца. Сшивайте как вам удобно, либо иголкой с толстым ушком и вот этой нашей пряжей. Я буду сшивать крючком, возьму поменьше крючок, номер 3, чтобы удобнее было сшивать. Вот ровненько сложили два края друг к другу. Вставляем крючок в самый уголок у одной детальки, потом у второй. Берем нашу нить, продеваем нить, делаем закрепительную петельку. И вяжите, как вам удобно, либо соединительными столбиками, столбиками без накида, как угодно. Так как у нас, видите, здесь нет четких петелек, да, нет косички по бокам, вставляйте крючок куда получится, но так, чтобы визуально это было красиво. И шов также, когда будете сейчас связывать, не затягивайте, чтобы вот так у нас изделие не косилось. Вот далее вставляем крючок, к примеру, вот в середину нашей ячейки у одной детали, у второй, и просто проводим соединительный столбик, не туго. Далее, вот, к примеру, в петельку над столбиком у одной детали и туда же во вторую проводим соединительный столбик. Далее вот ровно посерединке можно. И у той детальки соединительный столбик. И так вяжем единым швом от самого низа до конца рукава. При желании, если хотите, можно обработать все края нашей кофточки, что вот края наших рукавов, ворота, либо по низу. Но, в принципе, на таких сеточках обычно не обрабатывают края. Я этого тоже делать не буду, так что оставим в таком виде. Размер кофточки получился примерно 46 сантиметров на 49. После того, как вы связали полностью кофточку, примерили на себя, и вам показалось, что вырез слишком свободный, слишком сильно спадает с плечиков, просто прищепните вот здесь, с этой стороны и с этой стороны, той же пряжей, как и вот мы вязали, и таким образом вырез станет меньше. Также предлагаю связать чокер в комплект к нашей кофте-сеточке. На самом деле разновидностей видов чокеров огромное количество. Просто забейте в поисковике чокер крючком, вам выдаст кучу идей, схем и так далее. Вяжите по своему усмотрению. Сейчас я вам покажу, какой я связала я для себя. Для чокеров обычно берут крючок поменьше, чтобы вязание было поплотнее. И чем тоньше нить, тем изящнее чокер смотрится. Но я хочу, чтобы он был в цвет моей кофты, поэтому я беру нашу пряжу и крючок номер 2,5. В зависимости от того, как вы хотите, чтобы застегивался ваш чокер. Например, если вы хотите, чтобы он просто завязывался на узелок и на бантик сзади шеи, просто оставляйте сейчас в начале самого вязания сантиметров 10-15 хвостик, потом мы его и будем использовать для завязки. Либо если вы будете использовать вот такие приспособления, как вот обычно для ожерелья, да, используют карабин и цепочку, можно оставить отрезок чуть-чуть поменьше, сантиметров 5, чтобы потом можно было легко подсоединить к такой застежке и обрезать. Мой чокер будет завязываться просто на узелок сзади шеи, поэтому я просто оставляю небольшой хвостик. Я набираю цепочку из воздушных петель, самым обычным способом набираем, поплотнее вяжем, так, чтобы в конце, когда мы ее наберем, она у нас смыкалась сзади на шее.
Вот набрала воздушную цепочку. Я не считала количество петель, тут на самом деле нет смысла считать. Просто вот я ее сомкнула сзади на шее, мне подходит. А далее просто будем вязать прямоугольник, то есть со второй перемычки от крючка. Вот. Первая перемычка, вторая. Просто провязываем столбики без накида в каждую перемычку до конца ряда. Довязали ряд до конца, делаем одну воздушную петельку подъема на следующий ряд, разворачиваем вязание. Во вторую петельку от крючка провязываем просто столбик без накида. Делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Отсчитываем здесь на цепочке 2 петельки свободные и вяжем в третью столбик без накида. 1, 2, вот в третью подсоединяемся и вяжем столбик без накида. Далее набираем также 3 воздушные петли, пропускаем 2 петельки, вяжем в третью столбик без накида. И так вяжем до конца ряда. Вот мы подошли к концу. Так как мы не рассчитывали специальное количество петель изначально набранной цепочки, сейчас, когда мы вязали вот эти вот арочки, у вас может так совпасть, что не получится ее связать такую же в конце, как и вот эти предыдущие. Так что просто провяжите так, чтобы она уместилась в оставшиеся ваши свободные петельки. Вот я обычно делала 3 воздушные петли, ну и сейчас также делаю. И вот просто вот в самую последнюю петельку провяжу столбик без накида. Делаем петлю подъема, разворачиваем вязание. И сейчас будем вязать вот прям в эти арочки, которые у нас получились. Сразу в первую арку провязываем 2 столбика без накида. Первый, второй. Делаем 2 воздушные петли. 1, 2. И вот сейчас подсоединяем соединительным столбиком вот в эту петельку, которая вот у нас образовалась перед 2 воздушными петлями. Просто соединительный столбик. И в эту же арочку провязываем столбик без накида. Первый и второй также зеркально. Вот что получается. Далее переходим прямо сразу же к следующей арке. Вяжем 2 столбика без накида подряд. Делаем 2 воздушные петли. 1, 2. Соединительным столбиком провязываем вот в эту петельку предыдущую за обе как бы стеночки. И в эту же арочку провязываем 2 столбика без накида. И вот такие как бы пики у нас получаются. И точно таким же образом провязываем все арочки до конца. Все, мы довязали последнюю арочку. Нить можно здесь обрезать, закрепить на красивый узелок, как-нибудь спрятать вот в это вязание. С этой стороны, где у нас нет кончика, просто привяжите на узелок небольшой отрезок нити. И все, в принципе, все готово. Если что, можно его прогладить, чтобы он был такой ровный и не топорщился. Наша кофта-сеточка полностью готова. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!